Я тут задумалась, что общего между капуцинами, капучино и Испанией? И почему все думают, что люди в колорах — это Куклукс Клан? Это для нас, туристов, иммигрантов, очень странно наблюдать эти испанские традиции. А в Андалусии это один из главных праздников — Семана Санта, то есть пасхальная неделя. И сегодня я хочу вам рассказать на пальцах, что это такое, познакомить вас, как проходит Семана Санта, что даже не надо быть верующим человеком, чтобы понимать эти традиции и как проходят процессии. И также расскажу лайфхак, почему Семана Санта связан с Антонио Бандерасом. Поехали! Что такое Семана Санта в Испании? Это самый главный праздник, особенно для Андалусии. То есть, если взять ферию, она стоит уже на втором месте. И как это переводится? Это святая неделя. Ну или как у нас пасхальная неделя. Только у нас не так празднуется. В Испании это празднуется, начиная с вербного воскресенья, как тут называют, пальмовое, Доминго де Рамос, и до самой Пасхи, то есть до другого воскресенья. И процессии проходят каждый день, кроме субботы перед Пасхой. Два главных города, которых нужно посетить в пасхальную неделю, это Малага и Севилья. И они опять борются друг с другом, где самые красивые шествия, где более торжественно, где более значимо. Неофициально считается Севилья, но я не совсем с этим согласна, потому что пасхальные шествия в Малаге и Севилье, они очень-очень разные. И в Малаге есть свои особенности, которых нет ни в одном другом городе в Испании. Даже само несение тронов, которое только именно так в Малаге несут, а в других провинциях совершенно по-другому. И я не поленилась и посчитала, сколько вообще братств существует в Малаге. И за всю пасхальную неделю проходит 54 братства. Представляете, какое количество? И каждый день проходит примерно 7-8 шествий, там немножко отличается. И кроме самой Пасхи, в пасхальный день уже всего лишь одно шествие, то есть уже такое праздничное. И что вообще означает это празднование? С одной стороны, оно очень религиозное, да, если так посмотреть, любой турист, иммигрант, когда видит первый раз, но я считаю, что это больше дань традициям. Меня вообще очень восхищают испанцы, как они сохранили свои традиции. Это касается и Семаны Санты, и ферий, и других праздников. У них, в принципе, большинство праздников, они все связаны с каким-то святым. И даже когда еще давно погружалась в испанскую культуру, ну, испаноязычную, даже не только испанскую, и латиноамериканскую, и тогда спрашивала вообще, существуют ли какие-нибудь праздники, которые просто обычные, социальные и не связаны с каким-то святой. Их можно пересчитать по пальцам одной руки, реально. Вот, который мне сейчас вот приходит на ум, праздник, который не связаны, это, например, День Конституции в Испании в декабре. Потом, что у нас есть еще День Испанидад, это когда Колумб открыл Америку, это 12 октября. Какой у нас еще можно назвать праздник? Ну, Новый год, хотя Новый год в Испании он не сильно празднуется. Тут даже День города нельзя Днем города назвать, как у нас. Потому что День города – это всегда почитание святой покровительницы города. Например, в Малаге это 8 сентября и там Вирхен де ла Виктория. Ну, давайте вернемся к Пасхе. В чем ее особенность и чем так сильно отличается Малага и почему ее нужно посетить? И причем тут Антонио Бандерас, уроженец Малаги. Вообще, что происходит во время процессии? В процессии несут трон. Если во всех остальных городах этот трон называют пацо, то в Малаге это именно трон, потому что к трону представлено большое количество палок. Фаланков их по-разному называют. Этих палок может быть 7, 8, 6, в зависимости от размера трона. Потому что троны очень громадные. Они весят от 2 до 5 тонн. И несет их огромное количество людей, примерно от 200 до 300, то есть в зависимости от трона. Может быть, чуть меньше 200, но, конечно, это если трон более маленький, и, то есть не такой весомый. И это просто громадное шествие. И также в шествии обычно всегда имеется два трона. Первый трон несут трон Иисуса, и второй трон – это трон Вирхен де ла Мария. То есть это так всегда, по такому порядке. Бывают некоторые шествия, в которых только один трон. Там, к примеру, там в четверг есть священный ужин, да, там Саграда Сцена. Там только один громадный трон, там большое количество, с большим столом огромное количество святых сидят и так далее. То есть они немножко отличаются. Да, где-то бывает чаще и один трон, особенно в последний день, а в пятницу, когда только в основном Иисуса несут чаще всего. Но
по-разному, они отличаются. И самая особенность то, что каждый день пасхальной недели, кажется, вот если так просто посмотреть на видео, ну, несут эти троны, огромное количество людей ходят, везде все одинаково, ничем не отличается. На самом деле каждый день происходит что-то особенное, и есть какие-то события, которые нужно обращать внимание. Если вы этого не знаете, вам покажется все вообще одинаково, вы ничего не поймете, нужно общаться с испанцами, чтобы они вам объяснили. Также помимо тронов еще идет, конечно, большое количество людей. Как вы заметили, они многие, большинство в колпаках, который называется «эль капироте» или «эль капучон», что переводится как «капюшон», просто, очень просто это все переводится. И многие считают, кто не знает историю Испании, что это Ку-клукс-клан, да, который существовал в Америке, которые были против негров. Не буду углубляться в эту историю. Но это совсем не так. На самом деле Ку-клукс-клан взял свои вот эти колпаки, всю одежду, и именно от Испании. Все это пошло от испанской инквизиции. Если обратиться в средние века далеко, то эти колпаки носили грешники. И сейчас, когда происходят процессии, это в дань традиции, это пошло со средних веков, когда уже испанцы отвоевали Испанию себе, да, после мавров, и началось вот эти шествия. Колпаки не символизировали то, что человек идет и кается в своих грехах. То есть это колпак грешника. То есть то, что одевает колпак, там только прорези для глаз. И почему он имеет такую форму? Там внутри него всегда есть основа, обычно она такая сетка железная, бывает пластиковая, бывает разная, и сверху одевается ткань. Обычно ткани очень красивые, бархатные, разных цветов. И цвета определяются, вообще цвета колпаков, вообще одежды людей определяются в зависимости от братства. То есть у каждого братства есть своя форма, наряд, свои символы, то есть помимо цвета у них есть отличительные особенности, там типа герба. Например, есть очень красивое братство Самария, я его показывала в прошлом году на моем другом канале на английском, и у него там сердце с проткнутой розой. Очень красивые наряды тоже, и мне даже один спонсор сказал, что там есть легенда. Я так думаю, мне кажется, у каждого братства есть легенда, и не одна, и никто сейчас не определит, где правда, где ложь, но это не важно. Таким образом, мы поняли, да, то, что колпаки, это именно пошло от испанской инквизиции, и не от Ку-клукс-клана. И также после каждого трона, то есть, например, вначале прошел трон Иисуса, после него всегда идет банда музыкальная. И после трона Девы Марии тоже идет банда музыкальная. Бывает даже и по 3 оркестра, где-то один оркестр. И я еще всегда задумалась, думаю, откуда столько оркестров в Малаге. И потом, когда мы уже видели много репетиций разных оркестров, потому что они происходят еще задолго до Семаны Санты, на каждом этом оркестре написано, к чему они принадлежат, там часто написано даже город, то есть это вообще очень много, даже не только с Малаги, это с разных провинций Малаги, может быть. Там я разные города видела, все очень профессионально, и меня именно завораживает больше всего в этой пасхальной неделе именно музыка. Она очень красивая, торжественная, бывает мрачная, бывает разные чувства вызывает, бывает очень-очень красивая. А теперь я хочу сказать, что происходит каждый день в Малаге. Воскресенье, это вербное воскресенье или пальмовое, как бы самое начало. Обычно на всех зданиях, даже на технотронах, кто несут очень много веточек пальмы, они такие сухие, желтые. Вы можете увидеть по городу эти украшения, они просто везде. И чем знаменателен этот день? Он знаменателен то, что в этот день идет братство или кофрадия, как по-испански, Антонио Бандераса. Называется «Лагримас и Поворес». Бандерас, где бы ни был, он всегда приезжает на пасхальную неделю, он в ней участвует. Единственное, вживую ни разу не видела, как он несет, это очень сложно. Моя подруга замечала, потому что они все в одинаковой одежде, в капюшонах, ты можешь даже его не узнать. Моя подруга узнала его по обуви и часам, естественно, дорогим. Или часто бывает то, что он бьет в колокол. Что это значит? То, что когда идет трон, вы сами представляете такую махину, которую идет 200-300 человек, его несут, и несут обычно мужчины, очень редко женщины, потому что троны очень тяжелые. И на каждое на плечо вот этого человека, то есть когда он несет на нем палка, да, становится обычно где-то 30 килограмм.
И представляете, это нести нужно минимум 4,5 часа. Максимум, я видела одна процессия, в Малаге идет 13 часов. Они, конечно, с остановками, но это, мне кажется, это очень-очень тяжелый труд. И многие еще дают промесы, как в Испании говорят, да, это обещание или, можно так сказать, даже молитва часто. То, что, к примеру, часто такое дают обещание очень серьезное. То есть, к примеру, либо ты болеешь, либо, допустим, болеет твой родственник. Ты молишься и даешь обещание, что ты принесешь этот трон с закрытыми глазами. Кто-то идет босиком, и это как бы исполнение желания. То есть, что твое желание сбылось. Кто-то дает это желание на год, кто-то бывает вообще так всю жизнь за этим следует. То я могу даже привести из истории нашей семьи. Подробно не буду рассказывать, но мама мужа, она давала обещание Эль Россию. Это и есть такая святая. И она каждый год ставит свечки именно туда. Мы даже ездили в этот город. Там отличается церковь, совершенно не похожа на остальную Андалусию. Она ближе к португальским, потому что там живые такие длиннющие свечи, очень красивые. Здесь чаще всего эти свечки, которые в церквях, они электрические. Вы, наверное, подумаете, что я такой религиозный человек. На самом деле нет. Я далека от религии, но мне очень интересна культура, традиции Испании. Это очень интересно изучать и смотреть, как люди реально этому следуют и поддерживают. Я этим восхищаюсь. Вы, кстати, не переключайтесь. Я еще взяла интервью у моих друзей, впечатлениях о Семане Санте. И также мы поймали одного испанца, который очень интересуется процессией. Был спонтанное интервью прямо во время Семаны Санты. И следующий день, понедельник, чем он знаменит, в этот день проходит кофрадия Эль Каутиво, что переводится «пленник». Чем она знаменита, то, что это вообще, как его еще называют, сеньор Малага, то есть это покровитель Малаги, и он также покровитель больных. Эта кофрадия, она идет в госпиталь, госпиталь, который находится в центре Малаги. Когда он идет, все время люди его закидывают гвоздиками. Это очень красиво, таким там прям вот сверху у Иисуса там огромное количество, прям, не знаю, такая гора этих гвоздик, когда идут. И, допустим, родители мужа, они очень любят его смотреть, особенно мама, то есть все время приезжают на Эль Каутиво. А во вторник, чем знаменит, в этот день идет самая длинная процессия Эсперанса, которая, как я говорила, длится 13 часов. Это просто какое-то нереальное. Кстати, в Севилье тоже есть такая процессия, очень длинная, знаменитая. Она идет в ночь, с четверга на пятницу, называется Мадруга. Мадругада, если полностью произнести, это рассвет по-испански. И эта процессия начинается приблизительно в 12 ночи и заканчивается чуть ли не в час дня. То есть примерно так же 13 часов она идет. Громадная эта процессия. Как-нибудь мне нужно тоже посетить в Севилье, чтобы сравнить. Потому что процессии в Малаге, они, конечно, серьезные, да, то есть люди с ответственностью относятся, готовятся. Но все равно какой-то чувствуется такой дух более демократичный, космополитичный, то, что тут все-таки тебя не будут все время постоянно шушукать, если ты что-то там разговариваешь. А в Севилье, как я от своих друзей, знакомых испанцев слышала, что там более все строго. Там это серьезно, люди плачут, стоят, то есть они там не переговариваются, не смеются. Другая атмосфера, то есть Севилья, она более традиционная, там другие правила. В этом отличие от Малаги. Также во вторник есть такая святая, как Пенас, и ее шаль, или как можно назвать, накидка такая, они все время у святых длиннющая, она вся из живых цветов. Это очень красиво, и из гвоздик. Это пошло тоже давно-давно, и эту традицию стали поддерживать. Чем знаменита среда? Я очень-очень хотела попасть в этом году, но не получилось по стечению обстоятельств, потому что в этот день, это не только происходит в Малаге эта кофрадия называется Эль Рико, то есть богатый. И они каждый год освобождают одного заключенного. Естественно, конечно, это не будет осуждать за какие-то тяжкие особые преступления. Это может быть какое-нибудь, может быть, экономическое. Обычно тех людей, у которых уже срок подходит к концу. И это происходит на центральной площади. В Малаге это происходит прямо перед кафедральным собором. Я так хотела это увидеть, думаю, может, как-нибудь год посмотрю. Хотя там представляю, какие толпы. И после того, как они освобождают этого заключенного, он должен вместе с ними пройти всю процессию с Эль Рико. И, насколько я знаю, должен либо босиком, либо закрытыми глазами, чтобы совершить. И его реально освобождают. И таких освобождений происходит в Испании. И я просто не знаю, какие список городов, но приблизительно читала, что где-то 20 человек.
То есть, возможно, в Сибири тоже. Если кто-то там был, расскажите, напишите свои впечатления про другие города, потому что Семана-Санта, она празднуется очень-очень по-разному. В четверг и пятница — это самые главные дни пасхальной недели, такой страстной четверг, дальше страстная пятница. В четверг в Малаге происходит событие, которого нет нигде в Испании. Происходит высадка легиона в порту Малаги. Их реально, то есть можно смотреть, даже если не получится, можно смотреть в прямом эфире. Есть канал 101 ТВ, это который малагийский канал, по Ютубу прям, и там они приплывают на корабле, вначале там маршируют с песнями, выходят по всему порту, они идут до своей церкви. Церковь находится прям рядом с центром, только на другой стороне реки, и называется Кристо де Мена, для Буэна Муэрте. Буэна Муэрте, то есть хорошая смерть, как переводится, и у них такая еще песня, немножко странная, да, если так перевести, «Soy un novio de la muerte», то есть «я жених смерти». У меня, честно говоря, такие смешанные чувства к этому легиону, да, это просто очень необычно. Еще у них символ есть коза. В последние годы что-то я ее не вижу. Бывает то, что еще перед ними еще выходит коза, там ее тоже наряжают в таком военном наряде. Если вы даже походите по городу Малаги, есть же разные магазины, которые посвящены, не то что Семане-Санте, да, там какие-то такие религиозные сувениры, и там есть также и то, что посвящено легиону. Их там значки, коза, там мини-статуэтки, это можете посмотреть, если вам интересно. Также в некоторых городах, как, например, Пуэнте-Хинин, есть целый музей, посвященный Семане-Санте. Можно тоже туда съездить и посмотреть. И они очень вообще, я на них все время смотрю, на них очень смешно смотреть. Они так маршируют, у них еще вот таким подбородком, и который у них шляпа, они надевают, не знаю, очень смешно. И многие считают, испанцы, в том числе и мой муж, что они не очень далекие, я бы сказала так, люди. Это традиция, также это продолжается в Малаге, и очень часто, почему-то именно в четверг, как они раньше начало, бывает дожди. И вот как раз когда мы смотрели, еще 4 года назад первый раз я их смотрела, они пришли в церковь, они даже не смогли, они только вынесли буквально на минуту Христа и обратно его занесли. Потому что, как вы понимаете, все эти троны, все эти святые реликвии, они очень-очень дорогие, ценные, старые, и нельзя их выносить под дождь, иначе все это разрушится. А их мантии, они там золотые, серебряные, там очень разные, там реально все очень-очень дорогое, много тысяч евро это все стоит. И даже вот когда в 2019 году, я это просто помню, мой самый первый год, когда я видела первую Семану-Санту, и, естественно, конечно, первые впечатления не самые напоминающиеся, потом уже по-другому воспринимаешь немножко. И как раз тоже был, по-моему, четверг, и еще, возможно, еще какой-то день, по-моему, пару дней в Гранаде и в Хаене был дождь, и они вообще не смогли вынести никаких святых. Люди просто рыдали. Реально. То есть настолько они были этим впечатлены, были расстроены. Это для них было просто горе. Горе нереальное. Как вы понимаете, то, что пасхальная неделя очень-очень важна для испанцев. В пятницу, последний день, да, то есть день смерти Христа, в основном все шествия такие уже мрачные. Одно шествие даже называется «Сепулькро». Кто знает испанский, переводится как «гроб». В этот раз, кстати, мы его не посмотрели, я его уже видела. Сам трон мне не нравится, но как-то очень-очень мрачный. Я, конечно, понимаю, что это такая страстная пятница, но неважно. Но есть и другие красивые братства. В этот раз мне запомнилось братство Траслада де Солидад. У них очень яркие капюшоны в таком голубом цвете, очень красивые, длинные у них шествия, красивая музыка. Но пятница знаменита вообще другим шествием, самым главным. Не знаю, существует ли такое в других городах. В Малаге называется это братство Сервитас. Даже, в принципе, братством считается орден, там очень маленькое количество людей, и они идут в полной темноте и тишине. То есть где они проходят, выключают свет на улицах Малаги. И я помню свой первый раз, когда я гуляла как раз одна, муж ушел на работу, и я, естественно, тогда еще не знала ни названия этих братств, ни точно, где они там пройдут. И я случайно заворачиваю на какую-то узкую улицу в центре Малаги, и на меня идет этот трон, полная темнота, он темный, такая тишина, барабанная дробь небольшая и свечи. И это просто какое-то такое очень, я не знаю, с одной стороны немножко угнетающее, но вообще такое очень впечатляющее.
И в этот раз мы посмотрели тоже, где они проходят, и нашли очень классное место рядом там с церковью. Какие вообще впечатления от Семана Санты в Малаге? Я не знаю, вы можете, конечно, видеть вот это все, что тут творится, это очень много людей, но, с другой стороны, это неимоверные троны, и для меня лично Малага – это как раз Семана Санта, потому что первый день, когда я сюда приехала, это был первый день Семана Санта, 10 лет назад. И я каждый год хожу, смотрю эти процессии, я не устаю их видеть, и не устаю от людей. И мне хотелось бы, конечно, чтобы каждый смог это увидеть и узнать историю об этом. Я знаю, что Наташа об этом расскажет. В общем, ребят, я не знаю, для меня Семана Санта – это очень важное мероприятие, потому что, во-первых, это традиции, которые с нами здесь остаются, да, и я очень люблю за это испанцев, за то, что они берегут свои традиции. Но мы просто здесь, сейчас просто идет уже трон, вот там сейчас будет, поэтому кратенько, как смогла, так сказала, что нужно это видеть своими глазами, это правда. Я так поняла, оно уникальное, потому что где они проходили, как раз свет выключили, из церкви вышли люди, было пение, и потом они прошли, там читали еще молитвы, и все это такое в полной темноте. Madre de misericordia, puerto de nuestra esperanza, alcanzar otro tanto dolor de nuestras culpas con las cuales gravísimamente tenemos ofendido a Dios. И вообще не то, что не принято, это очень считается некультурным. То, что если кто-то будет что-то говорить, особенно вслух, громко, да, если, может быть, чуть еще шепчется, но стараются вообще все это проходить в тишине. Естественно, не смеяться, на тебя люди вообще очень косо посмотрят. Это, нужно понимать, что это для испанцев важно. Нельзя, если вы попадете случайно на шествие именно сервитас, будет все-таки построже и подождать, пока все это пройдет, и относиться серьезно к этому. Также читала особенность, то, что чем отличается именно сервитас, и еще есть кофрадия хитанос, как цыгане, у них, кстати, черный Иисус. Чем отличается, что у них нет этих типичных эль капироте, этих капюшонов, они без них. Ну, так пошло, они без них ходят. Итак, в чем же общее между капуцинами, капучино и Испанией? Я вам уже дала подсказку. Эль капироте, эль капучон переводится как капюшон. По-итальянски капучо, в принципе, как и по-испански, это тоже практически так же звучит, капюшон. Капучино – это вообще от слова капюшон. И капуцин – это просто как у нас на русском, да, мы произносим, но это вообще орден монашеский, как раз он тоже, это от того, что они носили капюшоны. Вот это все вместе, это все со средних веков идет. Вы знали об этом? Напишите. Также, конечно же, сколько вам рассказываю об испанской идее, что никакой праздник не обходится без каких-то типичных блюд, и Семана Санта тоже это не обошло. Обязательно нужно попробовать в эти дни тарихас. Ее готовят, в принципе, во всей Испании. Это как если перевести наши гренки, то есть хлеб, обмоченный в молоке, в вине, тут как в вине Малаги, говорят, добавляют также корицу, оливковое масло, все это обжаривается, посыпается сахаром, либо еще в меде, там бывает два разных, тарихас миель и тарихас сукар. И еще типичное для других частей, я как-то не так часто замечала, у нас в Малаге есть моно де паску, это такая сдоба, и в которой есть яйца, там в серединке так делают. И такую я еще не пробовала. Тарихас пробовала, такая калорийная бомба. Ну, попробовать можно один раз. По крайней мере, понравится, не понравится, сами сможете решить. А сейчас я вам покажу интервью испанца, и он расскажет о том, какой братство считается самым старинным в Малаге. Desde pequeño siempre me ha gustado esto y siempre he investigado datos sobre la Semana Santa y de hecho el trono que va a pasar ahora, Dolores de San Juan, fue fundado en 1487.
Muchas gracias. Nada. Я знаю, что не все понимают Семану Санту. Даже такое есть уже мем, что в первый год там туристы или иммигранты, да, которые переехали, смотрят там завороженными глазами, смотрят на эти процессии, ходят там везде, а на следующий год уже все, как бы быстрее смотаться с этого города, чтобы не упадать в эти толпы, потому что реально огромное количество толп. И сейчас я вам покажу впечатления моих друзей, также Семан Санти, они живут разное время в Испании. Я просто восхищен на самом деле, когда я приехал, еще были ковидные ограничения, но мне удалось попасть на несколько процессий еще до Семаны Сантос, и я просто был в восторге, это было что-то необычное, чего я никогда в жизни не видел. Вот. И сейчас я это уже вижу не первый раз, и это очень круто. Я счастлив здесь находиться. И поэтому это одна из причин, почему я люблю Малагу. Да, я видела это впервые в жизни, и это очень волшебно, магически и невероятно потрясающе. Берет за душу, просто мне очень сильно понравилось, и я счастлива, что первые дни в Испании, и я попала вот на этот праздник. Это было так круто. И, конечно, сколько общаюсь вообще с друзьями, там, с испанцами, вообще, ну, кто часто там находит на процессе, и все время, каждый год что-то случается нестандартное, необычное. Например, в этот понедельник, вербное воскресенье, Велес Малага, ну, это город, в принципе, недалеко от Малаги, рядом с побережьем, там произошел инцидент. Загорелся плащ святой. Когда несли этот трон, а трон несут таких раскачиваясь, то есть люди идут в унисон, эти 200 человек, у них особый шаг, они все тренируются, и считается вообще признаком вашего мастерства, что несете трон, и он так плавно покачивается, это очень красиво, особенно если вы смотрите по узким улицам, как он проходит. И получилось так, что одна свеча наклонилась и загорелся плащ. Это просто было, конечно же, бедствие. Не знаю, насколько его там спасли, это все очень-очень старое, как вы понимаете. И хочу отметить один момент, то, что многие малагийцы вообще возмущаются, как сейчас проходит Семана Санта, особенно последние 2 года, как изменили маршрут. Сейчас пытаются очень много заработать на этом. Если раньше вообще считалось Семана Санта пасхальная неделя, она для всех. То есть все люди ходили и смотрели, то есть по разным улицам, где проходят процессии. Сейчас на самой центральной улице Аламеда Принципаль, тут самая широкая, там рядом с кафедральным собором, там Кая Лариус, да, пешеходная знаменитая улица. Еще там некоторые моменты, где ставят стулья. На Аламеда Принципаль там громаднейшие трибуны, они такие высокие, то есть там для обычных людей, кто не купил билеты, и особо нет места, то есть ты близко не подойдешь. И очень много различных жалоб от местных, особенно тех людей пожилых, которые всю жизнь смотрели пасхальную неделю, и теперь такое происходит. Причем это происходит не только в Малаге, я такое видела и в Гранаде сейчас, про Сибирь не знаю, в Гранаде у меня подруга тоже так же смотрела, то, что кафедральный собор, там все перекрыли, и не подойдешь. То есть только смотреть либо с палкой селфи вот так, потом ты посмотришь на видео, как ты снял. И я эту особенность, конечно же, знала, и чтобы как ее обойти, мой лайфхак. Есть еще очень классное приложение. Тут пользуются обычными бумажными распечатками, которые журнальчики, да, с расписанием всех братств. А есть приложение на телефон El Penitente, как он переводится, грешник. И там на каждый день указаны все братства. Вы можете зайти, посмотреть каждое братство, его маршрут, расписание по времени, прямо на карте, где он находится, каждая улица, где можно остановиться. Также там описание, сколько тронов, сколько весит, когда образовано братство. Там очень много полезной информации, помимо того, то есть если вам это реально интересно, не просто хотите узнать поближе культуру Испании, это просто какая-то находка. И реально, мы вот в пятницу в этом году спланировали так, что мы посмотрели вначале одно братство, которое недалеко выходило из церкви, там достаточно свободная улица, причем буквально в одном шаге от меня проходил мэр, я его сняла, мэр Малаги. Потом мы перешли там на мост, там посмотрели классно, потом мы вот Сервитас поймали в хорошем месте, потому что когда мы смотрели позапрошлом году на центральной улице, там даже если выключать освещение, все равно есть очень много источников света с разных сторон и слишком светло. И это не те впечатления, которые я хотела увидеть от Сервитас, когда вот реально в темноте они идут. И мы тоже нашли классное место, где они вот еще проходили в самом начале по узким улицам, мы туда и прошли.
Поэтому мы вообще обошли все такие самые главные толпы. Ну, естественно, люди были, но то есть это было комфортно, без всяких, потому что очень много еще перегородок в самых центральных улицах. Вы просто так не пройдете, полиция все перегораживает. Пока там не пройдет процессия, вы не можете перейти. Плюс считается вообще очень дурным тоном, то есть если когда идет процессия, и вы хотите перейти улицу, да, между ними там идет музыкальная банда или еще что-то, это вообще очень некрасиво. В Малаге, конечно, так еще делают. В Севиле, я думаю, там вообще убьют за это взглядом. Станете камнем. Но я считаю, все-таки нужно уважать людей, их традиции и не поступать так. Если вы были на Семане Санте в Малаге или в других городах, напишите свои впечатления. Мне очень-очень-очень интересно послушать вас. Что вас удивило, что вас впечатлило, или, может быть, вообще это не ваш праздник, вы вообще не хотите его видеть. Я, на самом деле, когда видела первый раз по интернету, я задолго еще до переезда в Испанию знала об этом празднике, видела интервью в Ютубе, и меня, честно говоря, не сильно впечатлило, потому что просто Ютуб, он не передает ту атмосферу, ту музыку, вообще те эмоции, которые происходят реально там. И даже если вы совершенно вообще далеки от религии, не обязательно быть вообще религиозным человеком, но когда вы попадаете туда, по крайней мере, один раз в жизни, я считаю, это нужно увидеть. Это особая атмосфера, которую, когда находишься, чувствуешь там. Плюс это запах ладана, вообще все вместе. Это очень потрясающе. И когда идем, особенно мне почему нравится именно по узким улицам, то есть, даже вот центр города, может, не супер узкий, но хотя бы такого среднего размера, то есть никогда Аламеда Принципаль. И когда раскачивает струн, как он поворачивает, как они виртуозно к этому готовятся, они же готовятся много месяцев еще задолго до Семаны Санты. И это смотрится очень, не знаю, торжественно. Плюс, в чем еще отличие Семаны Санты именно в Малаге, что задолго еще до пасхальной недели происходит Трасладос. Трасладос — это что такое? Это переносят троны из церкви в эти братства, из которых потом уже будет на пасхальную неделю выходить эти троны и идти шествие. То есть то, что шествие, оно как начинается, из братства выходит, проходят они свой маршрут, который длится от 4 до 10 часов по-разному, да, где как, и возвращаются, там причем по разным улицам. То есть возвращается то же самое братство. То есть можно в разных частях смотреть, каждый выбирает сам. Кто-то хочет начало, кто-то в середине, кто-то в конце, и там в течение дня ты можешь посмотреть очень много братств, кому что интересно. Но, наверное, каждый день я бы не выдержала. Есть у меня подруга, которая ходит реально каждый день, смотрит разные братства. Я нет. У меня просто и времени нет настолько, чтобы во все дни попадать. Хотелось бы какие-нибудь другие дни, отличающиеся, потому что все время я чаще всего смотрю четверг и пятницу, там больше всего видела. Друзья, я надеюсь, я вам немного прояснила про пасхальную неделю в Малаге, как это происходит, вообще в чем ее особенности. Если что-то еще осталось непонятным, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Я готова на все ответить. И до встречи в следующем видео. Адиос, пока!